Всем привет-привет! Сегодня хочу показать вам вот такой узор. Выполняется он как араны крючком. Очень хорошо смотрится в вязаных свитерах и пуловерах, как центральный узор. Можно еще также добавить по рукаву, либо только косу, либо вместе с ромбами. Вяжутся такие араны необычным способом. Отличаются они тем, что сам аран выполняется только в лицевых рядах. То есть при вязании такого арана у нас не используются изнаночные рельефные столбики. Изнаночные ряды у нас вяжутся просто столбиком без накида. То есть, несмотря на то, будете вы вязать такой узор по кругу или поворотными рядами, схема узора не изменится. Посмотрите изнаночная сторона узора. Еще плюс такого арана является то, что он не стягивает изделия по вертикали, потому что сами вот наши косы и ромбы выполняются либо столбиком с 2 накидами, либо столбиком с 3 накидами. Раппорт узора занимает 30 петель. Я набрала 30 петель сразу же столбиком с 1 накидом. Как выполняется такой набор, на моем канале уже есть видео, ссылку я оставлю в описании. Вы можете набрать, если вам удобнее, просто цепочку из воздушных петель и затем провязать ряд столбиками с 1 накидом. Вот у меня есть 30 столбиков, и я наберу еще буквально 4 столбика, чтобы они были по краям узора для удобства вязания. Набрала я еще 4 столбика, теперь приступаю к вязанию уже второго ряда. Он будет состоять весь из столбиков без накида. Я выполнила воздушную петельку, для подъема разворачиваю вязание и вяжу весь ряд просто столбиком без накида. Я уже выполнила ряд из столбиков без накида, приступаю к вязанию третьего ряда и выполняю 3 воздушные петли для подъема. И дальше уже вяжу до нашего центрального узора. У меня это просто будут столбики с 1 накидом. Их может любое количество в зависимости от того, какую вещь вы вяжете. И вот сейчас я буду приступать к вязанию раппорта узора. Начинаю с перекрестия косы. Коса будет состоять из столбиков с 3 накидами. Выполняю 3 накида на крючок. И посмотрите, отсчитываю 3 столбика, 1, 2, 3. И в 3 столбик буду вязать столбик с 3 накидами. Но вязать буду его, спустившись на ряд ниже. То есть подхватываю столбик с 1 накидом, который мы вязали в первом ряду. И выполняю столбик с 3 накидами. Еще раз 3 накида на крючок и выполняя столбик с 3 накидами, подхватив следующий столбик с 1 накидом. У нас получаются лицевые рельефные столбики. Опять 3 накида на крючок и теперь возвращаюсь назад. То есть вот смотрите, вот за этот столбик у меня уже связан, столбик с 3 накидами, вот этот пустой. И я хватаю, еще пропустив вот этот пустой, следующий. Также вяжу столбик с 3 накидами. Еще раз 3 накида. И подхватываю вот этот пропущенный пустой столбик с 1 накидом. Перекрестие косы готово. Дальше выполняю 2 накида на крючок. Вяжу, подхватив, вот здесь мы уже вязали столбик с 3 накидами, в следующий пустой столбик с 1 накидом я подхватываю и выполняю столбик с 2 накидами.
Еще раз 2 накида на крючок и подхватываю следующий столбик с одним накидом. Вот наша коса готова, она всего состоит из 6 столбиков. Теперь мы будем вязать столбик с одним накидом. Смотрите, в какую петельку. Наша коса состоит из 6 столбиков, поэтому вот здесь вот отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю петлю будем вязать столбик с одним накидом. Затем уже приступаем к вязанию ромбов. Делаем 2 накида на крючок. Опять пропускаем один столбик с одним накидом, подхватываем следующий. Еще столбик с 2 накидами, точно так же подхватив следующий столбик с одним накидом. Затем вяжем 4 столбика с одним накидом, по одному в каждую петельку. Опять же отсчитываем 2 петли, начиная с 3-й вяжем. Теперь будем вязать 4 столбика с 2 накидами, опять подхватывая столбик с одним накидом. От последних столбиков отсчитываем 4 и за 5-й вяжем столбик с 2 накидами. Всего нужно связать нам будет сейчас 4 столбика с 2 накидами, по одному за каждый столбик. Затем будем вязать столбики с одним накидом. Также отсчитываем 4 петли и в 5-ю вяжем 4 столбика с одним накидом. Затем будем вязать 2 столбика с 2 накидами. Отсчитываем здесь 4 столбика, 2 накида на крючок и 5-й подхватываем. И второй столбик вяжем. Дальше отсчитываем 2 петельки, в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд вот точно таким же перекрестием из 6 столбиков для косы. Делаем 3 накида на крючок. Опять же считаем 1, 2, 3. 3-й столбик, спускаемся вниз и подхватываем. Три накида на крючок, следующий столбик. Опять 3 накида на крючок. И теперь возвращаемся назад, пропустив один столбик. Три накида на крючок и пропущенный столбик подхватываем. И дальше вяжем 2 столбика с 2 накидами. Наша коса готова. Опять же отсчитываем 6 петель. И начиная с 7 петли довязываем наш ряд до конца. У меня это будут просто столбики с одним накидом. В количестве 2 штук. У вас там может быть любое другое количество столбиков в зависимости уже от вещи. Дальше выполняем одну воздушную петлю подъема.
разворачиваем вязание. И четвертый ряд будет состоять просто из столбиков без накида. То есть вяжем каждую петельку столбик без накида. Таким образом мы будем вязать все четные ряды. Я выполнила весь ряд до конца. Дальше приступаем к вязанию следующего ряда. 3 воздушные подъема идут у нас. Вяжем необходимое количество столбиков с одним накидом до узора. У меня он всего один. И приступаем к формированию раппорта узора. Продолжаем вязать нашу косу. Выполняю 2 накида на крючок. И вот эти вот столбики с 3 накидами, вот здесь они у меня идут, на ряд ниже от столбиков без накида, подхватываю первый столбик с 3 накидами, выполняю столбик с 2. Опять 2 накида на крючок и вяжу еще один столбик с 2 накидами, подхватив следующий столбик с 3 накидами. Дальше 3 накида на крючок. И теперь подхватываю первый столбик с 2 накидами. Еще раз 3 накида на крючок. И подхватываю второй столбик с 2 накидами. Три накида на крючок. Теперь буду подхватывать вот эти вот 2 столбика с 3 накидами, только заведя крючок под вот эти вновь провязанные столбики. Опять 3 накида на крючок. И вяжу еще один столбик с 3 накидами, также заведя крючок под эти столбики. Подхватываю столбик с 3 накидами следующий и выполняю столбик также с 3 накидами. Дальше буду вязать 3 столбика с одним накидом, накид на крючок, отступаю 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и начиная с 7 вяжу 3 столбика с одним накидом. Дальше буду вязать 2 столбика с 3 накидами, подхватив вот эти вот столбики с 2 накидами. 3 накида на крючок и подхватываю первый столбик с 2 накидами. Еще раз 3 накида и второй столбик подхватываю. Опять же 3 накида на крючок. И сейчас буду подхватывать вот эти столбики. С самого первого начинаю. Опять 3 накида на крючок и вяжу еще один столбик с 3 накидами, подхватив следующий уже столбик. Затем буду вязать столбиком с одним накидом. Отсчитываю 4 петли цепочки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю начинаю вязать 4 столбика с одним накидом. Дальше опять 3 накида. И вяжу 3 столбика с 3 накидами под следующий вот столбик. Вот 2 мы завязали уже столбика. Беру следующий. Опять 3 накида. И последний столбик подхватываю с 2 накидами. Опять 3 накида. И подхватываю
вот следующие столбики с 2 накидами. Также 2 столбика провязываем с 3 накидами. Еще раз 3 накида. И следующий столбик подхватываем. Отсчитываю опять же 4 петли. Начиная с 5, вяжем 3 столбика с 1 накидом, по одному в каждую петельку. Дальше вяжем вот точно так же косу. Начинаем со столбиков с 2 накидами. Я выполнила перекрестие косы точно так же. И теперь мы вяжем уже дальше столбиком с 1 накидом. Пропускаем 6 петель и начиная с 7 вяжем. Дальше 1 воздушная и опять четный ряд. У нас просто весь вяжется столбиком без накидов в каждую петлю ряда. Я выполнила ряд из столбиков без накида. Дальше выполняю 3 воздушных для подъема. Разворачиваем вязание. 7 ряд у нас начинается. Вяжем необходимое количество столбиков с 1 накидом до центрального узора. У меня всего лишь 1 столбик. И теперь я приступаю к вывязыванию косы. Опять делаю перекрестие из столбиков с 3 накидами. 3 накида на крючок я выполнила. И подхватываю столбики с 3 накидами. Вот эти вот как бы наша коса из 6 петель. И вот центральные столбики подхватываю. И еще 1 столбик с 3 накидами под следующий столбик. Опять 3 накида на крючок. И возвращаюсь назад к первым столбикам косы. Подхватываю сначала 1 столбик. Три накида на крючок и второй столбик подхватываем. И заканчиваем нашу косу столбиками с 2 накидами. Вот у нас последние 2 столбика косы остались не провязанные. Подхватываю первый столбик сначала, выполняю столбик с 2 накидами. И второй столбик провязываем. Затем будем вязать 3 столбика с 1 накидом. Опять же отсчитываем 6 петель. Начиная с 7 вяжем 3 столбика с 1 накидом. Подходим к нашим ромбам. И здесь мы вяжем сейчас перекрестие из столбиков с 3 накидами. То есть 3 накида на крючок. Первые 2 столбика пропускаем, вот вторые 2 столбика, их подхватываем. И еще 2 столбика с 3 накидами, вернувшись чуть назад. Перекрестие готово. Сейчас будем вязать 4 столбика с 1 накидом. Отсчитываем 4 петли и начиная с 5 вяжем 4 столбика с 1 накидом. И дальше опять формируем вот точно такое же перекрестие
вот на этих столбиков. 3 накида на крючок и начинаем вязать. Я выполнила перекрестие. Дальше вяжем 3 столбика с одним накидом. Опять же поворачиваем, пропускаем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Начиная с 5, вяжем 3 столбика с одним накидом. Дальше приступаем к вязанию косы. Косу вяжем точно так же, как в начале ряда. Начинаем с перекрестия из столбиков с 3 накидами. Я выполнила перекрестие косы. Дальше будем вязать столбиком с одним накидом, пропустив 6 петель, начиная с 7. Вяжем уже до конца ряда столбики с одним накидом. Дальше воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и весь следующий ряд вяжем столбиком без накида. Столбик вяжем в каждую петельку. Мы уже отвязали с вами 8 рядов узора. В принципе, дальше все наши элементы из рельефных лицевых столбиков повторяются, меняется лишь только количество столбиков с одним накидом между ними. Поэтому дальше я уже узор показывать не буду, а ссылка на эту схему будет в описании под видео. Если есть среди нас вязальщицы, у которых еще мало опыта, то полный вариант этого видео, то есть вязание всего раппорта, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая у вас сейчас всплыла в верхнем правом углу экрана. А на этом у меня все. Если вам понравилось, то не забывайте поставить лайк, оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.